Привет, меня зовут Стас Быков, и в этом коротком обучающем видеоуроке я постараюсь передать свой личный опыт, как раскрутить YouTube канал. На YouTube я профессионально работаю с 2014 года, и за это время накопил уже достаточно знаний, которыми готов поделиться с вами. Сегодня вы узнаете, как попадать в топ органической выдачи, как попадать в систему рекомендаций, чтобы ваши ролики выходили именно на целевую аудиторию и получали качественные просмотры, была активность, ну и, конечно же, чтобы зрители оставались на вашем канале и смотрели новые и новые ролики. Погнали! Ну и, конечно же, давайте начнем с той ситуации, которая у меня есть сейчас на основном канале. У меня образовательный контент, и нужно понимать, что миллионных просмотров очень сложно добиться. Но тем не менее, даже те просмотры, которые я получаю за последние 28 дней, а это 368 тысяч просмотров от заинтересованной именно целевой аудитории, они мне приносят там $1321. Согласитесь, неплохо, да? То есть стоимость просмотра, она гораздо выше, чем в развлекательной тематике. И здесь нужно исходить из того, что вам ближе. То есть, конечно, если вы не разбираетесь в маркетинге, в бизнесе, в заработке, то не стоит заводить такие каналы, по крайней мере, делать на них большой упор, да. То есть сначала подумайте, в чем вы разбираетесь, что вам нравится делать, какое хобби вы бы хотели развивать, и начинайте снимать ролики на эту тему. Это самый правильный подход будет. Потому что когда я начинал в 2014 году развиваться на YouTube, я был маркетологом, но я сейчас маркетолог, да, который искал различные источники трафика, занимался арбитражом трафика, да, и я рассказывал то, что сам изучал, и мне было комфортно в этом находиться. И здесь, чтобы вы понимали, на YouTube есть несколько способов, как раскручивать видеоролики. Один из них — это органическая поисковая выдача, куда попадают ролики, оптимизированные под ключевую фразу. Эта оптимизация из года в год, она меняется, именно поэтому я периодически записываю такие видеоуроки, где показываю, как грамотно оптимизировать, как подобрать ключевую фразу. Также есть и система рекомендаций, то есть человек, когда открывает YouTube канал свой, ему здесь выходят ролики, которые, по его мнению, по мнению YouTube, вам могут понравиться. Конечно же, они не всегда отвечают вашим требованиям, поэтому мы можем здесь справа нажать на 3 точечки и нажать «Не интересует». Именно поэтому составляется персональная система рекомендаций. И здесь важно понимать, что если будет 2 одинаковых канала с одинаковым контентом, но 2 разных автора записывают одно и то же, это не значит, что у одного ролики продвигаются, у второго тоже, потому что алгоритмы смотрят еще и на поведенческие факторы на ролике. И вот здесь вот важный момент. То есть CTR, кликабельность значка, ну то есть открываемость ролика и суммарная продолжительность просмотра этого ролика, они сейчас решают. И вот об этом нужно всегда помнить. И благодаря этому, когда вы поймете вот эти основы, да, будете постоянно записывать ролики, у вас они начнут выходить на целевую аудиторию. Здесь сразу хотел бы оговориться, что если новый канал, то первые полгода активно работайте и не ожидайте больших результатов, потому что все равно сейчас на YouTube очень большая конкуренция. Это нужно признать, понять и найти способ, как обогнать своих конкурентов. Только стабильной, грамотной работой. И вот сейчас есть очень много инструментов, я вам рекомендую начать с бесплатного, если не хотите покупать там платные инструменты, которые, конечно, удобнее и комфортнее, но можно и бесплатные. Вот мы берем подбор ключевых слов Яндекса. Недавно искал информацию про видеокарту там AMD Radeon RX 6600. Вот я вбил сюда, да, данный ключевой запрос, то есть про эту карточку, и смотрю, за последний месяц было 6000 показов в месяц. Есть и другие запросы, вот более узкие, низкочастотники, там 300 запросов, где-то 100 запросов, а есть справа еще похожие. То есть как грамотно и правильно написать, чтобы было больше просмотров. Мы смотрим Radeon 6600 XT 4000, а если AMD Radeon, да, то 6000. Конечно, вот это более грамотный запрос, мы его берем. Также мы можем составлять контент-план и смотреть, какие потенциальные темы можно еще записать. И мы видим Radeon 6800. Запросов больше, то есть более популярная карта, и значит она может принести в потенциале больше просмотров, потому что более широкая аудитория. И мы дальше начинаем уже с вами анализировать. Вот здесь же тоже можно и Google тренды использовать. Давайте введем более упрощенный здесь запрос, потому что это на широкую аудиторию. Пишем здесь Radeon 6600. Нажимаю найти, и мы видим
Вот с июня, то есть эта карточка пользуется спросом. Она 21 года, кажется, да. И вот как раз в июне 21 года начался спрос на эту карту. Мы видим похожие запросы, что еще сверхпопулярность. И это нам дает понимание, что есть потенциальный зритель. Вот это самое главное, услышьте меня. То есть нужно снимать в первую очередь на ту тему, которую ищут, которую хотят посмотреть. Не нужно сначала навязывать свое. Если на этого нет зрителя, вот на первых этапах, да, на вашу тему, она очень узкая, у вас не будет просмотров, просто не будут смотреть. Стартуем с самых популярных тем. Вот, есть карточка, да, там вы занимаетесь, например, подборкой комплектующих для компьютеров, может быть, в этом разбираетесь, или вы просто купили себе эту карточку, запишите обзор на нее. Ну, просто для примера эта карта, да. Здесь же, что мы делаем? Когда мы с вами находимся на YouTube, то человек вбивает этот запрос, так мы посмотрели, он самый популярный, да, 6000 запросов в месяц. Мы его вводим. И сейчас здесь будут находиться ролики, которые заточены под этот запрос. У меня такого ролика нет, поэтому здесь вы его не увидите. Но мы видим других авторов, кто уже записывал. Мы смотрим за 4 месяца, там 90 тысяч просмотров, за 6 54. И такая информация нам позволяет прощупать нишу. То есть мы понимаем, сколько есть просмотров на YouTube относительно данного поискового ключа. Ну а дальше уже делаем оптимизацию видеоролика под данный ключ. Самые основные моменты, давайте вот вам на примере своего канала, вот как набрать подписчиков, недавно ролик записал у меня, крайне он самый. И мы видим, здесь есть ключевые фразы. Вот как раскрутить канал на YouTube. И также набрать подписчиков в YouTube. То есть title, это название ролика, обязательно используйте. Здесь мы вписываем название карточки. Ну, конечно же, приводим это к нормальному виду с большой буквы, да. И я бы сейчас вот в данный момент, как работают алгоритмы YouTube, рекомендовал вам продумывать эмоциональный триггер для ваших потенциальных зрителей. О чем я говорю? Например, AMD Radeon RX 6600 XT мы оставляем. Например, что вы не знали о AMD Radeon, да? Разгон карты на 300%. Вот это только для примера, да, можно, например, сравнение этой карты с другой топовой от Intel. То есть вам нужно думать, как ваша целевая аудитория. И вот если мы возвращаемся к самому началу ролика, и вы подобрали тему, в которой разбираетесь, то вы понимаете, кто ваш целевой зритель и что ему нужно. То есть здесь все выигрывают, когда вы берете ту тему, которую вам хочется изучать, о которой вам хочется говорить. И вот здесь мы с вами в title, то есть в название вбили ключевой запрос, название карточки. В описании обязательно обыгрываем самые первые строчки. Сейчас, конечно, YouTube подхватывает и середину, и конец данного описания, поэтому не критично совершенно. Можно и ближе к концу уже написать там 3, 4, 5 предложений, но уникального текста, где будет вхождение данной фразы. Ну и, конечно же, дальше мы прописываем теги. Они по желанию, но начинающим каналам я бы рекомендовал. То есть здесь теги мы все с вами, ну вот я лишнее убрал, и мы начинаем с самого главного тега. То есть я его прописал, потом я могу прописать AMD, просто это уже на широкую аудиторию, то есть чисто на компанию. Потом просто там 6600. Вот так вот. И начинаете выписывать ключевые фразы. Ранжированным тег станет, когда уже по конкретному тегу будет позиция в поиске. Тогда он ранжированный. Но изначально вам это не подобрать. То есть сначала мы вписываем то, что у нас в названии и описании, отталкиваясь от этой фразы. Еще лайфхак. Поставьте лайк за лайфхак, который вы сейчас узнаете. То есть мы вводим сюда название этой карточки, и у нас самые топовые запросы на данный момент. Вот ну почему никто это практически не делает и не использует? Мы видим, вот, майнинг, то есть тема майнинга на этой карте интересует всех. Обзор, тест, CSGO, да, там вот сравнение, кстати, да, и тут процессор на Ryzen 5, игра, как Киберпанк идет. Куча тем, вот просто купить эту карту и уже 15-20 тем можно только на одной карте записать.
и окупить эту карту. Потому что если вы знаете, как делать оптимизацию, вы знаете, что эта тема популярна, потому что мы только что с вами проанализировали, это самый популярный ключевой запрос относительно данной видеокарты. Да, там Radeon 6600, видим, 4400, а вот этот запрос, он гораздо больше. И дальше нам остается что делать? Напишите в комментариях. Да, конечно же, работать постоянно 2, 3, 4 ролика в неделю, записывать и оптимизировать. И вот так вот без остановки полгода, год, 1,5, 2 года. Ну и, конечно же, не просто тупо записываем и делаем оптимизацию, потому что на одной оптимизации далеко не уедешь. Я вам рассказал уже в самом начале, кто был более внимательным, это поймет, что на показы, на количество показов, на систему рекомендаций, на главную страницу, в правый столбец и вообще даже в органическом поиске, чтобы в топ выйти, да, влияют такие показатели, как CTR, то есть открываемость видеоролика и суммарное время просмотра. То есть если, например, картинка будет сделана плохо, и люди не будут кликать, то рекомендации будут падать, и в конце концов он вообще из-за ротации уйдет. Мы можем посмотреть аналитику данного ролика. Вот во вкладке обзор у нас тут 5200 просмотров. Уже $10 данный видеоролик мне принес и 25 подписчиков. То есть, когда вы выгружаете ролик, кто-то подписывается, но и кто-то отписывается. Это тоже нужно понимать. Всегда есть люди, которые отписываются. И когда у вас разница это будет больше, да, у вас будет всегда в плюс. И мы видим вот текущая статистика за последние 48 часов. Функции выбора контента. То есть ролик попал на главную страницу. И также из поиска практически 12%, да. То есть наша задача заинтересовать зрителя интересной темой, да, с триггером какой-то ключевой фразы и триггер. То есть сравнение, обзор, киберпанк, то, что мы с вами только что посмотрели. Но и сделать такой значок, мимо которого ваша целевая аудитория, ну и плюс широкий зритель по возможности не уйдет. Потому что если ваше видео направлено на широкую аудиторию, то шансов будет больше. Вот у меня тут CTR 3.1, в момент выпуска был 3.3. То есть, в принципе, нормальный такой показатель, да, для того, чтобы ролик дальше продвигался. Как мы видим, просмотры до сих пор набираются, хотя уже идет там 4-й или 5-й день. Если вы записываете ролики постоянно, делаете оптимизацию, но у вас нет просмотров, нет подписчиков уже полгода, год, расширяйте. Всегда должны быть темы, локомотивы, которые продвигают ваш канал вперед, понимаете? Вот я бы, если бы только рассказывал про маркетинг, как настраивать рекламу, у меня было бы 100 тысяч подписчиков и на каждом ролике по 500 просмотров. Но иногда я закидываю удочку на темы инвестиций, заработка, фриланса, потому что я понимаю, что потенциал тем у этих роликов шире. Если вы, например, снимаете про рыбалку ту же, да, ну снимите вы про машину, на которой добираетесь на эту рыбалку, это нормально, это не смешивание тем, это просто интеграция на более широкую аудиторию. YouTube сам говорил, что он смотрит каждый ролик в отдельности. И это и так и работает. Просто зритель, он может посмотреть каждый ваш ролик. Если тема ему не понравилась, он пропустит, да. Но алгоритм-то все равно. Сегодня вы записали про рыбалку на карася, на окуня, да. Завтра вы записали про машину, на которой добираетесь, да. Сделали тест-драйв там на внедорожнике своем. Послезавтра вы записали, как играете, вот новая игра вышла, да, там вы в нее стримите просто, или записали обзорный ролик, свое мнение на эту игру. Пытайтесь, тестируйте и смотрите, что у вас будет заходить. Не надо 2 года вот биться об стену, получать там свои 5-6 просмотров, 2-3 подписчика и думать, что оптимизация и советы Стаса Быкова не работают. Просто нужно смотреть шире, тестировать, креативить. Ну вот надо искать себя и экспериментировать. И тогда у вас будут результаты, да, и тогда вы будете там зарабатывать и $1000, и 2, и 10 тысяч долларов. Тут все зависит от вас. Если информация была вам полезна, обязательно поставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новых видеороликов. А с вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока. Пока.